Ребят, всем привет! Сегодня в ролике разберемся, почему пила криво пилит. И также методы устранения этого дефекта. Есть несколько причин, по которой пила может криво пилить. То бишь вот возьмем шину, да, и вот вы начинаете вот так пилить, вот так. Пилите, ее уводит. И бывает до того уводит, что аж зажимает шину в древесине, если толстая древесина, вот. Если ствол большой, который вы перепиливаете, и даже может зажимать. Почему это происходит? Первая причина – это может быть вина шины. Что имеется в виду? Вот видите, вот эти полозья, направляющие, по которой ходит сама цепь. Сейчас покажу немного крупнее. Они могут стачиваться, вернее изнашиваться неравномерно, понимаете? То есть одна, вот, допустим, левая сторона может быть ниже, правая может быть выше. Как это проверить? Проверяется это очень легко. Вот, ставим шину на ровную поверхность. Поставили. И берем обычный угольник. Главное, чтобы он у нас не врал. И вот я прикладываю шину к шине. И мы видим, что у нас есть незначительное отклонение. То есть получается у нас одна сторона направляющей выше, чем другая. Давайте перевернем и посмотрим, что с другой стороны творится. Обычно такие перекосы чаще всего в тех местах, где нагрузка на шину максимальная. Особенно когда цепь подсядет, и вы уже сильно давить начинаете, и начинаете плющить эту шину, эти направляющие, и оно начинает неравномерно изнашиваться. И вот с другой стороны подтягиваем, вот. А другая сторона отличная. Соответственно, как это побороть? Чтобы побороть разные по высоте полозья, скажем так, необходимо взять просто напильничек и под 90 градусов начинаем равномерно сводить это все вот так, такими движениями. Когда вы начнете проходить напильником, вы начнете видеть, как у вас плоскость, там где вот вы снимаете напильником, она начинает блестеть. После того, когда вы все тут прикатали, и у вас плоскость стала вот под 90 градусов, перепроверьте лишний раз еще раз угольником, чтобы у вас все было четенько, и вот здесь не было никаких вот таких щелей или вот таких щелей на угольнике. Ребят, еще один такой момент. Со временем шина, вот скажем так, вот эти направляющие, они как бы могут расплескиваться. И соответственно вот сбоку у вас по всей длине вдоль шины, возле этих полозьев, образуются заусенцы. Они тоже могут в древесине цеплять, что может провоцировать кривое пиление. Их можно тоже или напильником, или болгаркой. Вот так сейчас покажу. Вот здесь сбоку вот так вот как их прочесываете, вот так. И избавляетесь. По всей длине прочесали. Это уже можно, в принципе, сбоку и напильничком пробежать. Здесь ничего сложного нет. И оно тоже может давать перекос вам. Так что имейте в виду. Следующий момент. Вот шину мы вот прочесали напильником. Кстати, да, если вот напильником не хотите, достаточно долго чесать напильником. Вот я сам напильником чесал. Даже если напильник у вас хороший, что очень большая редкость в нынешних реалиях, блин, одна китайщина. Пока напильником вот эту всю плоскость сведешь, оно уже не хочется. Хочется новую шину купить и забыть про эту. Можно взять как вариант, просто хотя бы для примера вот приведу болгарочку с лепестковым кругом. Вот так одели и плавненько, легенько вот снимаете. Вдоль шины идете равномерно, не передерживайте, чтобы лишнего не снять. И равномерно вдоль шины вот боковину вот так прочесываете. Вот так раз, вот болгаркой прочесали. Будет то же самое. Следующий момент, ну естественно, что кроме шины еще может давать такую ситуацию, когда пила криво пилит? Конечно же, это цепь. Вот она, наша цепь. Сейчас ее посмотрим поближе. Вот наши зубчики. Да, цепь изношена. Это старая цепь для съемки. И вот они могут со временем, вот если вы точите на специальном станке для заточки цепей, то это практически нету этого дефекта. Зубы, они по шаблону одинаково снимаются. И они одинаковой длины. Но если вы точите напильником, допустим, или есть вот еще такая метода, что люди болгарочкой точат,
длина зуба может быть разная. То есть, допустим, по левой стороне. У вас вот, допустим, по левой стороне может быть длиннее зуб. Даже здесь, если присмотреться, вот покажу сейчас. По левой стороне длиннее зуб, а вот по правой стороне зуб идет короче, видите? Из-за этого получается, более длинный зуб цепляет, а более короткий зуб пролетает мимо. И, соответственно, начинает увод уже в сторону. Как с этим бороться? Бороться это как вариант только если цепь еще не убита и есть куда зуб снимать. На проточку отдать, чтобы на станке проточили, сделали по шаблончику зубы одинаковой длины. Можно это напильником самому, в принципе, сделать, но очень долго и очень много металла с зуба снимать, и будет вам очень тяжело. Поэтому я рекомендую на проточку вам где-то вот знакомому отдать, или ну, там недорого оно стоит, чтобы вам уже выровняли эти зубки. Так что вот две причины основные, из-за чего будет пила криво пилить. Неравномерный износ зубов. Из-за того, что вы напильником фигачите, да, допустим. Или шина направляющая просто перекашивается со временем. Исправляется с помощью напильника. Или вот той же болгарочкой прочесать лепесточком под 95. Надеюсь, ролик был полезен. Пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.